Всем привет! Небольшой обзор на модель Ford Mustang GT500 Shelby 1967 года. Это модель от бренда De Agostini в масштабе 1:8, которую я собрал собственноручно по подписке. То есть я получал посылки разных деталей в течение 1,5 лет и потом за несколько дней собрал. Ушло примерно дня 3-4, это если брать полноценные рабочие дни. По деньгам ушло больше 85 тысяч. Если честно, я сам не ожидал изначально, потому что никакой информации изначально не было. Я так рассчитывал, что в 30-40 тысяч я уложусь, но в итоге вот 85 тысяч где-то ушло. Что хочу сказать, в целом все сделано достаточно детально, проработано. Конечно, есть небольшие моменты, которые я бы, если честно, сделал по-другому. Например, мне пришлось переделать диски, то есть убрать краску родную. Диски были покрашены такую в серебристую краску, то есть без эффекта хрома. Хотя в оригинале в модели Ford Mustang диски вот эти хромированные. Соответственно, я содрал краску, отполировал. Ну и вот они сейчас вот так вот блестят, более-менее к оригиналу. Вот, допустим, как бампер хромированный блестит. Молдинг. Вот. Плюс вот внутри черная прокрашенная часть, это также была сделана мною, что краску содрал, соответственно, пришлось заново покрывать. Плюс надпись Goodyear. Также я прокрашивал маркером, потому что в оригинале на покрышках именно так вот было. Что еще было переделано? Вот на капоте есть такие держатели, как вспомогательные замки. Это такие на тросиках, вот на таких тоненьких тросиках получается, продевается в петлю и кольцом фиксируется. Эта схема работает и сейчас в автоспорте, в гоночных автомобилях делается, чтобы на большой скорости капот не раскрылся. Как бы страховочные такие петли. По итогу, в момент сборки, сейчас я покажу, они вот так вот выглядят. Это как иголочка, как обратная сторона иголочки. Такой наконечник и ушко в нем, в который продевается такой вот небольшой карабинчик. Они сломались по итогу. Мне пришлось сделать это все из металла. Но сейчас это гораздо надежнее. Вот, капот открывается. В нем можно видеть модель двигателя. Часть корпуса, причем в металле выполнена. Здесь вот надпись Cobra на воздушном фильтре, карбюратор, радиатор с вентилятором. Ну, достаточно все детально. Вот катушка распределения зажигания, там такие прорезиненные детальки. Аккумулятор, в котором стоят батарейки. Позже покажу, для чего это. Открываются двери у нас. При повороте руля колеса у нас вращаются. При нажатии на клаксон слышен звуковой сигнал. Плюс ко всему работают фары. Вот сейчас в данный момент они отключены, габариты. Но на торпеде есть такая кнопочка, рычажок. Сейчас я включу. Так, сейчас загорятся задние габариты. И передние фары также рабочие. Вот так вот галогенки такие. Она больше на галогенки похожа. Плюс ко всему, при нажатии на педаль тормоза задние стоп-сигналы светятся. А также при нажатии на на педаль газа издается какой-никакой, но рев этого мощного двигателя. Что еще по салону? Сидушки откидываются. Есть вот такие ремни безопасности.
которые, в принципе, они даже между собой соединяются. Но все достаточно детально скажу. Открываются вот солнцезащитные козырьки, откидываются. Они есть там, вот зеркало можно поднастроить под себя. Там 2 козырька. Плюс сзади, если это видно, конечно, сейчас будет, там есть... Сейчас через заднее стекло попробую показать. Такая панелька. Вот. Ее можно убрать. Она вот так вот убирается. И получается 2 полноценных места для задних пассажиров. Ну, конечно, здесь не сильно видно. Да, еще момент. Сидушки, получается, они такие полужесткие. Ну, то есть они вот... Есть такой эффект, как кожаных сидений, только прогибается. То есть они... Пластик такой полужесткий. Багажник у нас открывается задний, в котором есть запасное колесо. Кстати, логотип Shelby. И еще здесь такой момент. Лючок бензобака, он также открывается. И там уже в багажнике проходит трубопровод, который идет в бензобак. И, кстати, в багажнике же находится запасное колесо. Сейчас я его достану, покажу. Ну и, кстати, на примере вот запасного колеса видно, что обратная часть колеса, она в родной заводской окраске, то есть вот этой серебрянки, которая, в принципе, не блестит. А вот с этой стороны уже есть блеск, потому что колесо отполировано и покрыто лаком. Ну и плюс надпись Goodyear. С обратной стороны она не прокрашена. Ну что, в целом хочу сказать, что интересный проект это был. Получил я свои эмоции, наверное, которые хотел. Давно что-то хотел подобное собрать. Вот. В общем, я не пожалел ни времени, ни денег. Хотя, еще повторюсь, наверное, я бы все-таки, конечно, на месте компании D'Agostini доработал бы какие-то детали, потому что все-таки цена не маленькая, я считаю. Это больше там 85 тысяч, по-моему, получилось. Ну, можно было, скажем так, сделать лучше. Причем, не думаю, что это было бы дороже. Просто сделать чуть-чуть по-другому, наверное, и все. Наверное, ребята просто уже не хотели заморачиваться так досконально. Ну, в целом, вот так вот. Сейчас еще покажу, как машина выглядит с обратной стороны. А это у нас обратная сторона машины. Тут видим шасси, подвеску, вот рулевая тяга. Ну, с этой стороны, конечно, плохо все это крутится, но вот если рулем повращать, то колеса вращаются. Масляный фильтр, рулевые тяги, рессоры. Раньше, да, оставили рессоры на такие машины, причем они металлические, вот эти части. Бензобак, выхлопная система, мост, карданный вал. Ну, в общем, вот такая вот модель. Всем спасибо за внимание.